Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о земном браке, как понять, что он отработан. Вот как человек может разобраться сам в том, что отношения, в которых он находится, уже себя исчерпали, и не надо за них бороться, не надо пытаться сохранить эти отношения, на что надо обратить внимание. Ну вот в первую очередь, когда земной брак отработан, его уже невозможно спасти. Например, пара прожили 5 лет и без конца ссорились. В итоге уже не живут вместе, каждый живет в своей квартире, никак не могут договориться, и расстаться не могут, и все, и вот вернуться друг к другу не получается. Что делать? Просто отпустить ситуацию на самотек. Наблюдать, как они дальше разрушатся. Потому что эти отношения, они вот все, они не складываются дальше. То есть первый признак отработки – это невозможно, как говорят, войти дважды в одну реку. Все, ситуация пройдена. Возвращаться в нее не просто бессмысленно, это даже не получится. Как часто бывает? Обращается ко мне клиентка, и таких клиенток очень много, когда приходит человек и говорит: я не знаю, что мне делать, сохранять мне брак, не сохранять, вот все, отношения уже вышли из-под контроля, то есть они уже как бы живут какой-то своей жизнью. Невозможно сохранить эти отношения, что делать? Мне проще, я эзотерик, я эзопсихолог, я смотрю, какая информация приходит, и я от этого отталкиваюсь. Если говорится, а иногда бывает четко, что еще год-два, и все, и люди друг друга отпустят. Но иногда говорится о том, что нет, вы еще сойдетесь, у вас все наладится. Но чаще всего бывает ответ такой, что еще не пришло время, ситуация не сформирована, и пока спешить с выводами, идти и бежать скорее разводиться не надо, то есть не торопитесь. Поэтому человеку, если мужчина, это женщина, да, тот, кто находится вот в этом земном браке, который уже не складывается, вот он уже не приносит ни радости, нет ничего такого, чтобы связывало, то есть нет возможности спокойно жить в этих отношениях, развивать их. Что делать, да? Как поступать? Ну, прежде всего, да, наблюдать за обстоятельствами в вашей жизни. Если вы видите, что все против этих отношений, то просто отпускать. И еще один важный признак отработки – это когда человек сам чувствует, что все, я себя не вижу в этих отношениях, я уже не должен своему партнеру, я хочу новых отношений, я хочу двигаться дальше. Или, допустим, человек говорит: я четко понимаю, что я перерос. Вот все, моя супруга, у нее свои интересы, она не на моей волне, она меня не слышит, и до нее не достучаться. И в целом я ее уже не люблю. Понимаете? То есть, когда человек говорит себе, что мне не просто некомфортно в этом союзе, а я себя в нем не вижу. То есть я задыхаюсь, мне нужна свобода. И вот такие отношения, они чаще всего сами по себе разрушаются. Даже если люди пытаются как-то встретиться, договориться, и опять все на смарку. То есть ничего не складывается. То есть надо отпустить, идти дальше. То есть вот бороться до последнего. Но вы знаете, даже если человек поставит себе такую задачу, что я буду жить в этих отношениях. Вот приведу пример. Обратилась ко мне женщина, это, правда, уже такая давняя история, за 50, и она узнала, что ее супруг ей изменял несколько лет с коллегой, причем это все происходило на даче вот у этой женщины, и когда она его застала, он решил, что он из семьи не уйдет, он пожертвует собой, вот расстанется с этой любовницей и останется в семье. И вот он остался. Прошел год, прошел второй, третий и так далее, да, и вот суть обращения этой женщины ко мне, она спрашивала: а что делать с этим союзом, который сам по себе умер?
Потому что мужчина этот, он хоть и живет с ней, ее супруг, но отношений близких между ними нет, они не пара, между ними нет интимной близости. Он продолжает любить ту женщину, эту любовницу. То есть ради кого он принес себя в жертву, непонятно. Она сама измучилась. То есть вот сама клиентка, женщина, которая ко мне обращалась, она устала от этого союза. Она хочет свободы, она уже просит его отпусти. А он считает, что он обязан сохранить этот союз только потому, что ну вот он порядочный человек. И он раскается. И, естественно, вот эта вся история, она продолжалась до тех пор, пока они не переросли в отношения дружеские. То есть пока они не договорились, что ну надо как-то продолжать общаться, но уже друг друга отпустить. Потому что ну смысла нет. Это уже не семья, это земной брак, который отработан. Ну, если он любит другую, о чем речь, да? То есть тут надо просто перестать обманывать себя и обманывать своих близких. На этом, пожалуй, все. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. С радостью отвечу. С вами была Таяна. Всего вам доброго.